У нас отправка и по Польше, и в Украину. Наклеечка. Ага. И Класс. вот такое вот бюллетеньку. Флайер. Идешь на море и так тик-тик-тик, клацаешь так. Более 200 тысяч товаров. И 200 тысяч? Да. Зона приемки, упаковки товаров. Там Yamaha, Kawasaki, Kinka. Друзья, привет! Включаемся из Кракова. Сегодня необычный выпуск. Я иду к моему знакомому Евгению, который уже больше 7 лет ведет e-commerce бизнес в Польше. То есть он приехал из Киева и занимается здесь продажей запчастей для моторных лодок, скутеров и так далее. Сейчас очень много e-commerce заходит к нам, запросов. То есть вы просите и спрашиваете, как продавать через интернет, какой софт использовать, чем отличаются поляки, какая специфика рынка, что нужно знать, чем нужно отправлять, как работать с Allegro и так далее, и так далее. Человек это все уже прошел, и я хочу, чтобы он с вами поделился своим опытом, своей историей. Поэтому заваривайте в чаек. Поехали смотреть выпуск. Привет. Привет, ребята, меня зовут Евгений Прищепа, живу в Польше 7 лет и занимаемся продажей запчастей, аксессуаров, комплектующих для скутеров, квадроциклов, мотоциклов. В этом помещении у нас происходит прием заказов, обработка, фотографирование товара на сайты, упаковка и прием товара. В принципе, здесь находится фотостудия, здесь фотографируется товар. То есть, по сути, белый угол со светом, и ты фотографирует, и человек фотографирует товар. Сразу же есть вес, потому что так посылки у нас международные. Это вот это весы, да? Покажешь? Это весы, да, вот они. Здесь мы взвешиваем товар. Если что-то габаритное, у нас есть побольше весы, а если что-то мелкое, мы взвешиваем. Ага, здесь же размеры, да? Линеечка, линеечка, штангель, циркуль, уголок, рулетка, чтобы размеры сразу сделать. Обрабатываем фотографии. У нас фотографии обрабатываются на аутсорс, но подготовка фотографий, логотип, ватермарк, все на этом компьютере происходит. Есть у нас небольшой бардак, это у нас как бы рабочая зона ответственная клиентам. Здесь у нас зона кофе. Здесь, в общем-то, моя зона, кусок большой. Это у нас зона приемки, упаковки товаров. В этих шкафчиках находится часть товаров. Сможешь показать? Да, смогу показать. А это уже, я так понимаю, свежак, который пойдет на отправку. Да, это небольшая часть товара. Сейчас у нас воскресенье, то есть завтра, в понедельник, это приедет курьер и это заберет. У нас отправка и по Польше, и в Украину, и по всему миру. Клиенты находят нас через наши сайты krakowparts.com, krakowparts.pl. Клиенты нас находят через маркетплейсы Allegro и eBay. Также мы представлены на Yamaha румынском, пока там продаж нету, и на польском локальном маркетплейсе это Empik. А вот часть товаров. То же самое находится у нас здесь. Там находятся у нас упаковочные материалы. Отлично. Отлично, вы досмотрели видео до этого момента, значит вам реально интересна тема бизнеса в Польше. Если так, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. А если вам нужна профессиональная регистрация компании, ИП, ведение польской бухгалтерии или консультация по запуску бизнеса в Польше, внизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Тут какие-то наклейки, тут какая-то камера, кучу принтеров, упаковочные какие-то штуки. На самом деле, любой фирме, которая занимается отправкой товара, должно быть следующее. Должно быть компьютер, на который будут подключены все ваши девайсы. Должно быть друкарка фискальная или фискализатор. Он бывает разный, бывает ручной, у нас он автоматический. Вы сможете распечатать чек клиенту. У вас должен быть принтер, который распечатаете фактуру клиента, если это юрлицо или отправка за границу. Если вы дошли до какого-то определенного уровня и вам нужно автоматизировать, то есть такие принтеры, которые печатают налепки. Выглядят они вот таким вот образом.
Класс. Здесь будут все данные по отправке, номер, трек номера. Ну да, потому что ты 1000 товаров там, допустим, или... Да, 10 товаров в день или 20 товаров в день покупок вы сделаете. Но у вас уже 50, 100, 200 посылок. Вручную печатать. Тоже начинали мы, у нас осталось вот такие вот конвертики, распечатать на бумаге, ложишь сюда, наклеиваешь, клеиваешь. Это долго и большие объемы вы не обработаете. То есть вам нужно уже автоматизировать. Также нашим клиентам делать сразу реклама. Это наклеечка и вот такой вот бюллетеньку. Флаер, да. Флаер мы ложим нашему клиенту. Он односторонний. То есть мы сегодня отдельно еще, кроме этого видео, ребят, запишем курс по тому, как пользоваться бейслингером. Это уже закрытая история чисто для клиентов. Ну и Женя как бы покажет, как использовать этот инструмент, который, я так понимаю, очень много сил экономит, интегрируя вот это все в себе. Да, он экономит время для того, чтобы ваши сотрудники могут больше обработать заказов и отправить. Хорошо. То есть любая предпринимательская деятельность, она для того, чтобы было больше автоматизации и за одну единицу времени ваш сотрудник может сделать больше работы. Поэтому много процессов должно быть автоматизировано. Хорошо. Еще один момент, который мы упустили, это вот такая вот маленькая камера. Вот она. Что это позволяет нам сделать? Можешь включить ее на этом самом? Конечно. Вот таким образом мы фотографируем. И видно, что здесь есть именно этот товар. Здесь может быть 2, 3, 4 товара. Ну и клиент получает, что вот ваш товар в таком формате отправлен. Смотри, у нас уже было несколько видео на канале о e-commerce. Они были достаточно, как по мне, теоретические. То есть мы сидели на кухне и так далее, и так далее. Тебе огромное спасибо, что ты пустил нас за ту темную сторону, кружку кофе, когда мы видим реальный офис, с реальными коробками, с реальной упаковкой. Вот так, как оно делается, ребята, да? То есть, если вы занимаетесь e-commerce, это не значит, что вы будете сидеть дома так с компьютером, тык-тык-тык-тык, или в парке. Не, вам нужно будет иметь кучу приспособлений. Кто-то должен это упаковать, вы, либо кто-то другой. Отнести на почту. Да, да, то есть есть физическая работа, которую надо делать. Я хотел, чтобы мы с тобой как раз вот эту часть ты помог разобраться, чтобы люди понимали, что стоит за e-commerce. Что это не голубая мечта, что ты там сидишь на море и так тик-тик-тик клацаешь на кнопочку. Голубая мечта — это на самом деле цель, к которой идет любой предприниматель. Бизнес создается для того, чтобы ты не работал, не умирал на этом бизнесе, не жил на нем, а чтобы другие люди на тебя работали и работал механизм. А ты сидел на море и тратил 2, 3, 4 часа в день для того, чтобы контролировать уже глобальные вещи. Так вот, чтобы этим заниматься, у тебя должен быть настроенный процесс. У тебя должен поставщик. Как бы ты взял бы в целом структуру бизнеса, на какие бы отделы, скажем так, ты или Первая часть это для того, чтобы что-то продать, это нужно что-то купить где-то. То есть первая часть это нужно этот товар где-то купить. Или привезти с Китая, привезти с Европы. Или купить его территориально в Польше для того, чтобы дальше его перепродать. Это момент, где этот товар ты покупаешь. Окей, товар приехал. Дальше. Тебе нужно этот товар где-то продать. То есть у тебя уже должны быть какие-то ресурсы, на котором этот товар уже выставлен. Это может быть твои сайты, твой интернет-магазин, это может быть маркетплейсы, Allegro, eBay, Empik, eMag. То есть площадки, блок покупок, это блок продаж и маркетинга. Да. Здесь на тебя должны заниматься люди, которые у тебя продвигают твой бренд. Это Google Analytics, Google Minchant, Facebook, Instagram. То есть, если ты занимаешься, умеешь это делать, ты сам занимаешься. Если нет, у тебя должны люди, которые продвигают твои интернет-ресурсы для того, чтобы и шли продажи. Как вы работаете? Вы аутсорсите рекламу и маркетинг, продвижение, либо сами делаете? Нет, у нас изначально мы, когда не было много денег, называли центрально, то есть у нас было описание, фотографии делали, они были уникальны, никакого такого не было, Google это подхватывал и на ура было. Сейчас, конечно же, этого недостаточно, фирма разрастается, увеличится штат людей, и надо, чтобы кто-то занимался рекламой. Сейчас мы начали отдавать это на аутсорс, занимаются отдельные люди, которые продвигают нас как фирму, нас как бренд, наши товары в интернет-пространстве. То есть вы сконцентрированы внутри in-house на том, чтобы правильный товар купить, правильно его выставить на сайт, описание, настроить логистику,
А само привлечение клиентов вы аутсорсите, чтобы вам кто-то трафик пускал на те ресурсы, которые вы наполняете? Ну, допустим, у нас более 200 тысяч товаров. 200 тысяч? Да, 200 тысяч товаров. Ну, детали, запчасти, это понятно, мелочь, какая-то прокладочка, а этих болтиков может быть очень много. А продается из этих 200 тысяч, допустим, там 3000. А самое продаваемое, там, допустим, 100, 200, 300 товаров. И вот направлять ресурсы на какие-то болтики, которые продаются раз в году, бессмысленно. Поэтому направляется уже на те товары, которые продаваемые и которые создают заработок фирме. Понятно. И этим уже опытом через года мы понимаем, что этот товар продается, этот товар сезонный, этот продается в этом году столько, в следующем году столько. Жень, ты сможешь нас сориентировать немножечко по географии и по параметрам бизнеса, да, чтобы мы понимали, да? То есть первое, мы находимся сейчас в Кракове, да, вы ведете бизнес из Кракова, но продаетесь по всему миру. Да. Насколько из Польши вообще можно и легко ли работать, продавая со всего мира, на весь мир? Это реально. Да? На нашем примере это реально. Окей. Но нужно просто понимать, для того, чтобы это работало, должно быть провестись просто гигантская работа. То есть мы сначала размещали на наш сайт абсолютно все товары, очень много. Всех наших поставщиков мы все выгружали всю базу. Где-то только описание, где-то было фотографии, где-то и этого не было. И с этого огромного пула уже клиенты нас находили, покупали, потому что, допустим, когда человек любит свою технику, он любит на ней кататься, отдыхать, получать тест-драйв, то он сезон не готов ждать 2-3 месяца, пока его дилер в Штатах привезет эту запчасть, допустим, там, с Тайваня или с Китая. А эта запчасть есть здесь, в Польше. И он готов ждать не 2-3 месяца, а 2-3 недели, чтобы эта запчасть приехала и к нему, Понятно. и он уже катался на своей технике. Понятно. И это касается абсолютно любой техники. То ли это автомобиль, то ли это сельскохозяйственный трактор, то ли это огромный комбайн, то ли это погрузчик, который обслуживает склад. Понятно. Это любая техника, потому что время это не только ваш релакс, ваш отдых, это еще ваши деньги, если ваша техника как бы вам зарабатывает деньги. Понятно. И если ваша техника простаивает, вы теряете деньги. Вы готовы иногда переплатить, но получить этот товар с другой стороны быстрее. Окей. Что дальше? По формату бизнеса. У вас частное предпринимательство, спілка ЗОО? У нас спілка ЗОО. Спілка С ЗОО. самого начала была открыта спілка ЗОО. Потому что нельзя было открыть предпринимательство, либо это выгоднее, если бы сейчас открывалось? Если сейчас открывалось, то была спілка ЗОО. Все равно бы была спілка ЗОО. Потому что в формате нашего бизнеса можно и расходы пускать больше, и формат бизнеса такой, что спілка ЗОО будет более правильно для e-commerce. Окей. Если маленькая фирма, но если мы тогда бы открывались, бы были возможность открыть ЮДГ, мы бы открыли бы ЮДГ. Но все равно с ростом фирмы, конечно, это был бы спілка. Понятно. Окей, хорошо. По объемам скажи, пожалуйста, сколько вы делаете в среднем отгрузок в месяц, в день? В среднем у нас ходит 40-50 отправок в день. Бывает меньше, бывает больше, в зависимости от сезонности. В среднем у нас в месяц где-то около 500-600 посылок. А по географии клиентов, если их как-то разделить, самое основное это что? Штаты, что-то еще? Как ты чувствуешь? Что я чувствую? У нас отправка по всему миру идет. География у нас очень расширенная. Но в последнее время у нас там достаточно много посылок идет в Штаты. Но отправляем мы и по Польше, отправляем мы и по Евросоюзу, ну и в меньшей степени по всему остальному миру. Окей, отлично. А скажи про Польшу. Какая роль в этом всем? Ну, то есть, сколько польских клиентов в процентах? И как-то они отличаются от того, к чему, там, допустим, вы привыкли в Украине, либо еще и там от американских клиентов? Польские клиенты, они отличаются от украинских тем, что еще и в Украине клиенты стараются найти более качественный товар, какие-то характеристики, не более внимательно, не готовы переплатить. То особенности польского клиента
Это в том, что он ищет самое дешевое. Это менталитет поляков. Окей. Они То есть ищут Польша это про OLX и Allegro? Да, да? Это вот поляки. Понятно. Они ищут подешевле, если находят там на пару гроз дешевле, то они у тебя купят. Окей. Или в очень редких случаях, это касается сезона, если ты скажешь, что у тебя товар есть на складе, я тебе, если ты там, допустим, там до 11 делаешь заказ, да, разместишь, то я тебе сегодня же отправлю, и ты завтра его получишь. Окей. Вот в этих случаях тоже играет. То есть это цена и скорость. Да. Вот эти два параметра играют большую роль. Что касается клиентов по всему миру, Америка это достаточно богатые клиенты, там минимальная зарплата больше, у людей есть деньги, они готовы эти деньги тратить на свое удовольствие, на себя, на свою жизнь, на качество своей жизни. И если ты на eBay продаешь, допустим, дороже, потому что там комиссия от 15-25%, то они даже готовы переплатить, но этот товар получить, чем ждать его от дилера 2-3 месяца. По Европе ситуация очень подобная. Зарплаты в Польше как бы меньше, чем в Европе, а в Европе Франция, Германия, Испания, Италия, там зарплаты больше. Естественно, тот же самый продукт, та же самая деталь в Польше будет стоить дешевле, чем это будет стоить тоже в Италии или в Германии. Клиенты еще поэтому нас покупают, потому что стоит это в Польше дешевле, чем это стоит в Европе. Окей. Что дальше по цифрам? Скажи, можно ли как-то, средний чек вы выводили по вашей товарной группе, да? Мы выводили средний чек где-то полгода назад, это где-то было 60-70 евро. Понял. Сейчас он изменился за счет того, что у нас появились оптовики. О, отлично. А вообще в целом по маржинальности бизнеса? У меня многие клиенты приходят с таким запросом. Я производитель товара, допустим, в Украине, да, либо у меня там за бугром есть производитель, он не может выйти в Европу, я нахожусь здесь в Польше и хочу с Польши быть его как бы официальным представителем, продавать это все на всю Европу. Это типичный кейс, с которым я встречаюсь, практически каждый день пишут какие-то производители, в основном из Украины, вот. И вот такая вот история. Скажи, как Европа в целом и Польша относится к товарам и производителям и собственникам бизнеса, скажем так, допустим, из Украины. То есть как-то это видно, охотно, неохотно идут. Я скажу так, что если эта цена подходит, они готовы за этот товар платить эту стоимость, то они будут покупать или ты с Украины, или ты из поляк. Но поляки, они очень консервативные. Они пойдут... То есть поляк хочет покупать у поляка? Да, поляк хочет покупать у поляка, и это нужно понимать. Со временем поляк будет покупать украинца, но он должен к этому украинцу привыкнуть, он должен не один раз к нему обратиться, он должен знать, что да, вот я у них уже был, у нас есть уже клиенты, поляки, которые звонят, слушайте, мне значит вот это, я уже вас 5-6 раз покупал, пожалуйста, привезите нам. Окей, мы тебе это привезем, потому что мы тебя знаем. Но если у поляка есть возможность купить у поляка, он это купит. Это особенность, черта поляков. Понял. То есть мы сейчас поговорили о двух частях. Смотри, это закупки, это продажи, маркетинг, привлечение клиентов, отправка. Какие еще отделы, скажем так, бизнеса есть? И ты бы их контролировал. Я смотрю, здесь много бумаг. Соответственно, как минимум еще отдел бухгалтерии и всей вот этой бумажной работы, да? Да, это люди, один или два человека, или это может быть. Некоторые процессы можно, если, допустим, у вас там не хватает часов ваших упаковщиков, там много процессов, которые машинальные, которые не нужно знать там или бухгалтерии. Это первичка, которая заходишь, распечатываешь, скрепляешь, ложишь дальше. То есть какие-то машинальные вещи, которые можно поручить сотруднику, который делает другую работу. Если он согласен, ему нужно дополнительный день, сказать, окей, вот я тебе там часы доплачу, мне нужно, чтобы ты выполнил эту работу. Есть работа, которая, конечно же, должен заниматься человек, который как-то понимает финансы, когда понимает бухгалтерии. Но это тоже такой отдельный момент, что должен человек быть, который будет заниматься этими всеми бумагами, потому что бумаг со временем больше, чем оборот больше. Это фактура, это парагоны, это фактуры закупы и так далее и тому подобное. Потом этот снежный ком просто растет, который нужно в конце месяца обработать. Понял. Мы можем попробовать сфоткать товар какой-нибудь?
Здесь размещается товар. Конечно, в любом случае он не в таком-то формате, он распаковывается, выставляется, ставятся линеечки, ставится абсолютно. Потому что некоторым клиентам нужны габариты, некоторым нужно еще что-то. И вот эти данные, которые нужны будут клиенту для подбора запчасти, это, конечно, мы еще можем упростить клиенту подбор запчасти. Хотя каждая запчасть подбирается под определенную модель. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Надеемся, что вам понравилось. У нас еще много материала, который можно и стоит вам показать. Но для этого нам нужна ваша обратная связь. Насколько это интересно, насколько полезно, что еще вы бы хотели узнать. Кстати, контакты Жени мы оставим в описании к этому видео. И он помогает другим предпринимателям также выстроить систему e-commerce в Польше. А если вам нужна профессиональная регистрация компании ИП, ведение польской бухгалтерии, либо консультация по запуску бизнеса в Польше и получению ВНЖ, внизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. До встречи!